Добрый день, вы на модных практиках. Сегодня у нас будет практика. Уже все обзоры показали, все, что сшили, поделились с вами и начинаем работать. Я наконец-то ворвалась в работу, у меня отличное настроение, много творческих идей. И сегодня у нас будет необычное видео, немножко забегу вперед. Мы будем делать классное платье по книжке «1000 платьев». Было очень много просьб, я вот здесь пересмотрела, не буду все показывать, будем делать по одному платью. Что-то на себя буду делать, что-то из моделирования будем просто делать макеты на манекен, потому что нереально сшить себе 1000 платьев. У нас ателье не выдержит такой нагрузки, поэтому что-то будем моделировать, что-то будем рассматривать, что-то будем шить себе и ходить нарядными. И вот сегодня чуть-чуть у меня есть предыстория. Когда я рассматривала эту книжку, мне очень понравилось вот такое платье. Видите, но здесь такое платье, оно необычное, сочетание нескольких фактур, кружева. Вот здесь вот такая как бархатистая ткань, прям видно, как будто бы бархат. И внизу так, шифон, шелк, вот такие вот воланы красивые. У меня немножко будет по-другому. У меня немножко из истории. Вот такая ткань красивая с пайеточками на хлопке. Смотрите, какая красивая. Такие красивые пайеточки. Полупрозрачная. Мне очень нравится эта ткань, хлопковая основа. Я подумала, давно уже эту ткань хотела, плюс у меня к этой ткани есть, сейчас я вам покажу, вот такие босоножки. Я их еще ни разу не одевала, сумочка серебряная. И я уже подумала, что добавлять сюда серебро, это будет перебор. И изначально я рассматривала, я не хочу такую полосатое изделие, которое напоминает корсет или еще что-то. Плюс фигура уже чуть-чуть, такая, нужно уже что-нибудь такое расклешоненькое. И к этой ткани у меня подобралась вот эта модель. И здесь я буду нарезать вот эти вот кружева полосками и вставлять вставки. Следовательно, внизу, когда я ходила, я купила остаток метр шелка с металлизированной нитью. Видите, тоже в полоску очень красиво подходит. Потому что я не нашла такого матового, что-то более хотела. Но здесь метр, волан будет не такой пышный, он будет такой аккуратненький. Может быть, при необходимости, если захочется, чтобы он был более такой вот, не то что стоячий, посмотрим еще, конечно, как будет. Может быть, я сюда подложу какую-то, как будто бы подкладочку, чтобы было больше вот объема, чтобы не просвечивалось, если будет такая необходимость. И уже третью ткань я подбирала, мне, конечно, хотелось хлопковую основу, но какую-то фактурную, потому что когда я прикладывала просто хлопок, либо тонкий джинс, но в нем жарко, вот очень странно смотрится. И я нашла вот такой фактурный красивый лен, он достаточно держит форму. Я его постирала, для того, чтобы он был максимально близок к этому цвету. Он был в магазине такой, знаете, оттенок чуть-чуть желтоватый. Я его отбелила в ванише белого, прямо налила туда 2 бутылки отбеливателя ваниш, и он приобрел прямо практически такой цвет. Могу сразу сказать, что фото, может видео не передавать оттенок, но в реальной жизни он прямо оттенок практически один в один. И вот из этого всего мы будем делать такое сложное, красивое платье, но в то же самое время за счет летних тканей, это хлопок, тончайший такой шелк, вот такой как жаточка, лен, оно будет красивое, летнее, подойдет на жару, молодежное и современное. И прежде чем приступить к работе, у нас есть несколько вариантов. Первый вариант — это мы берем и рисуем полоски на столе, либо на манекенчике. И второй вариант, мы сегодня будем делать, так мы еще не делали. Сейчас я сняла основу, сделаем моделирование самой основы платья, чуть-чуть поработаем с выточками, чуть-чуть его расклешим, сделаем А-образным, просто макет. И Александр из тканевого бутика согласился мне помочь порезать полоски и поприкладывать на мне. Если бы это был заказ другому человеку, мне было бы намного проще работать, но вдвоем перед зеркалом вы увидите творческий процесс, и уже в следующем видео только мы будем кроить из основной ткани. Сейчас у меня голубой хлопок я приготовила, но прежде чем кроить, мы приступаем к моделированию. Рассмотрим мою базовую основу. Во-первых, у меня боковой шов проходит еще ближе к спинке, так как у меня очень узкая спинка, и мы всегда забираем здесь и достаточно широкий бюст, вот передняя часть груди
грудь широкая. Но здесь я сместила боковой шов немножко в сторону полочки центра переда. Я не могу прям его себе на середину базовой основы сделать, потому что все равно у меня тогда он будет проходить где-то вот с этой стороны. Но так как у нас геометрические пропорции, я тоже не имею права сделать спинку супер узкой, хотя могу, но не хочу. И такую вот супер широкую полочку. В моем случае сейчас это так, оно будет хорошо смотреться. Базовая основа на грудную выточку и плечевую мы сейчас чуть-чуть размоделируем. Так, но первое, что мы сделаем, пройму мы пока не будем точно уменьшать. Сразу сниму с плеча, потому что мне не нужно глухое платье, 1,5 сантиметра по плечу. На спинке пока будет уходить на нет. Вот, и здесь я тоже углубила. Сейчас я вырезаю основу. Пройму на примерку макета я углублять не буду. Смотрите внимательно, я вырезаю горловину. Вот эту вот среднюю часть я пока оставляю, мы еще с ней будем работать. Линию плеч. Пройму тоже сразу вырезаем. Центральную часть пока вот эту оставляю. Сейчас что я делаю? Вырезаю нагрудную выточку. Соединяю вершину нагрудной выточки с линией низа. Под прямым углом все делаем. То же самое я делаю с плечевой выточкой. Талиевые выточки все мы игнорируем. Прорезаю вот так на спинке. Прорезаю на полочке. И вот здесь я уже смотрю форму, насколько я хочу расклешить свое платье. Но вот я предлагаю все-таки взять вот здесь прям пару сантиметров, сантиметра, наверное, по 3 в нижней части. И немножко еще расклешим боковой шов. Не думаю, что прям супер мне расклешение нужно. Может быть, даже 2 будет достаточно. У нас макет, мы можем себе позволить. Все равно будет такое равномерное, плавное расклешение. Так, здесь я должна смотреть. Ну вот я думаю, что, не знаю, 1,5 даже. Потому что я хочу, чтобы оно чуть-чуть было. 1,5-2 сантиметра примерно. Вот так я расклешаю по линии низа. То же самое я делаю на полочке. Длину я взяла небольшую у макета, с учетом того, что у нас нижняя часть будет такая пришивная, то, соответственно, нам важно на макете посмотреть, как у нас пойдут наши горизонтальные вот эти вот квадратные линии. Так, примерно вот так. Центр переда можно сразу отрезать, чтобы было видно. Я специально обвела зеленым маркером, чтобы было максимально видно на белом столе всю конструкцию. Плечевую выточку мы в конце тоже размоделируем, либо оставим. Сейчас посмотрим. И теперь наша задача провести боковые линии, которые тоже будут слегка-слегка расклешенные. На 3 сантиметра пока сделаем. А потом, если что, убавим. Получается, что сейчас я посмотрю, 28 и 30. Это будет на полуобхвате 58, итого 116. Может, знаете, сантиметра на 2 мы сделаем. Ладно, пусть будет на 3. Все, сейчас я посмотрю. В конце концов, если мы захотим, мы боковой шов всегда вот так вот, я могу даже, знаете, приложить вот в центр переда. В ткани вот этот вот клеш не будет так сильно смотреться, поэтому, да, 3 сантиметра будет вот в принципе норм. Видите, я вот приложила и смотрю, это лен, он весь ляжет. Посмотрим, пока оставляем так.
Сейчас вырезаем спинку. Также в этом платье мы планируем несколько мастер-классов дать по технологии. Ну, я планирую. Вот наша спинка. В принципе, меня все устраивает. Выточку все-таки, скорее всего, я предлагаю размоделировать. Тут остался ее маленький хвостик. Сейчас мы это сделаем вместе с вами. Вот наша вершина выточки. Здесь у нас, сколько у нас тут осталось? 2 сантиметра. И распределяем наш треугольничек, чтобы у нас был 1 сантиметр вот в плече оставляем и 1 в пройме. И сейчас наша задача срезать 1 сантиметр с плеча и 1 сантиметр с проймы. И немножко выровнять нашу линию. Вот так вот это будет раз. Вот, смотрите, мы размоделировали нашу выточку. Вот наша основа. Сейчас я раскладываю ткань, и мы будем вырезать макет. Вот наша выкройка, я ее разложила на ткань. Здесь у нас сгибы по центру переда и по центру спинки. Подгибку низа для макета я взяла 3 сантиметра и 2 сантиметра боковой шов. Выточка нагрудная пока остается на своем месте. Уже мы будем работать с выточкой после примерки макета. И все, я вырезаю, готовлю на примерку, и мы встречаемся через несколько минут, чтобы померить макет. К нам присоединился Александр. Привет всем! И сразу хочу сказать, передо мной зеркало, я себя вижу. Я не захотела супер расклешенное платье. У меня есть проблема в том, что я вначале все время прошу, сделайте мне пошире, потом мы забираем. Но в итоге мы все-таки добавили выточки талиевые и чуть-чуть забрали бока, чтобы был такой полуприлегающий силуэт. Поэтому можно, в принципе, от основки чуть-чуть вот расклешить бока, прям сантиметры тут, но все-таки в моем случае выточки мне обязательно нужны. Там вот на эскизе, я думаю, вы все видели, что модель очень худая и обозначена слегка талия. Вот. У Ольги тоже захотелось подчеркнуть талию, поэтому мы решили забрать чуть-чуть по бокам, чтобы хоть какой-то силуэт организовать. Потому что мешок могут носить все, а красивое изделие приталено — это... Ну вот, обратите внимание на мой макет, скроенный по 10 меркам. Смотрите, какая идеальная посадка. И я пригласила Александра помочь мне нанести линии. Нанести линии. Поэтому я предлагаю начать с лодочки, все-таки отметить какую-то вот здесь. Но мне кажется, нужно работать одновременно. Нужно одновременно все решать, хотя бы определиться вот с верхом, определиться с верхней точкой, с нижней, и потом уже где-то искать середину, которая будет вот здесь. Получается, что верхняя линия, вот сама, она уходит вот, наверное, еще вот сюда на сантиметрик сюда. Угу. Поэтому вот отсюда сюда мы рисуем нижнюю линию. Можно даже будет потом маркер взять. Так, мы определили, что у нас центр груди. Центр первый, он идет чуть-чуть выше вот здесь, вот, чем центр груди. Вот здесь в плечо оно уходит прямо в край плеча, но плечо чуть-чуть получается, ну не то что завышено, ну да, может быть слегка завышено, но точно никаких вот здесь свобод нету. Поэтому мы приступаем, но мы должны помнить, что про мои пропорции и пропорции той девушки с картинки, они совсем разные. Как минимум меня от нее отделяет 30 сантиметров роста, и, конечно, она очень худая по сравнению со мной. Поэтому мы будем исходить из моих данных. Угу, смотри. Вот так. Давай я буду держать. Ну смотри, ты смотри линию. Ну, а я-то так не могу смотреть. А я даже потом скажу, что теперь я смогу сказать, если что, не так нарисовали, Саша. Почему я пригласила Сашу на это видео? Потому что Саша тоже конструктор одежды, во всем понимает, тоже занимается одеждой, директор тканевого бутика. Спасибо, что не отказал. Так, здесь центральную меточку просто поставлю. О, мне уже нравится. По-моему, ну там чуть склон. Давай лодочку примерно отметим. Я просто думаю... Может быть выше? А может быть мы не будем лодочку делать? Может быть мы вот такой сверху оставим, вот такой вот ровный, да, треугольный. А почему бы и нет? Ну вот там 7 сантиметров. Ну вот давай вот смотри, тогда 7 сделаем. сантиметров оно было бы вот так вот заходило, и тогда... 76 вот. Тогда делаем? Нет, нормально, когда 7. Вот смотри, полосочка была бы вот здесь. Ну мне бы не хотелось вот здесь глушить. Давай тогда тут будет 6. Нам ничего не заставляет. 6? Да.
Вот Нам смотри. ничего не заставляет делать эти полоски уже, шире. Ну, пока Мгм. 6 тогда будем делать. Может быть, под мои пропорции этого будет больше, чем достаточно. Мгм. Если мы захотим 7, мы можем тогда удлинить плечо еще. Ну, сейчас посмотрим. Вот это очень похоже на правду. Сейчас мы вам покажем. Вот, смотрите, вот первая полоска 7. Я сейчас подойду к зеркалу, посмотрю. Так, ну вот идеально, мне кажется. Хорошо. Да. Теперь давай, наверное, смотреть следующую сразу. Она вот, мне кажется, где-то где чуть-чуть выше пупка. Тогда рисуем чуть выше пупка, а вот отсюда расстояние смотрим. Но здесь у нас может быть чуть другой угол. Сейчас я мыслю это так. Вот примерно раз. Это нижнюю линию ты видишь, да? Нижний контур. Нижний контур, вот такая вот полоска вот отсюда вот так Нет, пошла. я думаю, что это верхний. Верхний контур, Как-нибудь чтобы она вот ниже так. была. Да, может быть, она даже сразу из подмышки идет, из-под Вот так, да? подмышки, из подмышки. Ну, я понял, Да. со стороны бокового шва. Да, ну, может быть, на пару сантиметров ниже, но там еще можно и углубить. Мгм. Да, чтобы у нас вот так вот была грудь. Вот мне кажется, что нижняя должна быть вот чуть ниже пупка. Мгм. Вот так, наверное. Понял, нет? понял. Я так Давай, думаю. Ну давай Но попробуем посмотри вот в отметить. зеркало издалека, Да, я ж вот вижу вот так. направление, да? Мгм. Ну ты сам смотри, наверное, вначале отметь простым карандашиком. Это нижнюю линию мы рисуем. Да. Ну вот, шикарно, мне все нравится. В принципе. Ну да, тут не факт, что мне нужен супер острый угол, потому что Так, посмотри. вот, мне нравится. Давай 6 сантиметров Давай, отметим, мы сейчас да. ручкой прочертим. Ну, я предлагаю, да, сразу еще можно. Толщину. Слушай, ты знаешь, наверное, что-то в этом есть, что там вся верхняя часть кружевная, вот Мгм. полукруглая. Я просто о чем сейчас думаю? Тогда мы вот следующей линии можем не ровно 6 брать, а, например, 7, чтобы были А пошире. сейчас слишком узкая. Узкая, слишком узкая. Вот тут вот как бы вот если вот это все будет, даже мы сейчас не будем делать лодочку, потому что все это, ну вот потом мы сможем подрезать вот эту форму, ну чуть-чуть. Давай тогда все-таки, вот видишь, что-то в этом есть. Давай Верх больше. оставляем так, а Да. там прямо 7 можно смело делать. Я думаю, Да? вот Может посмотри, быть, даже 8. Я вот 8, сейчас да. 8 думаю. Вот посмотри, вот так, наверное, будет лучше. Да, ну потому что... Да, пока так пусть будет. Давай сделаем вот так. И нам тоже, в принципе, ничего не мешает даже взять и еще на сантиметр вниз верхнюю опустить, чтобы было больше. Вот ничего не мешает, смотри, плечо сделать от своей точки, от линии, от своей. Наверное, мы так и сделаем. Сейчас давай, вот, сейчас классно. Тогда давай вот эту тоже сделаем на сантиметр ниже, и пусть она уходит вот сюда в край плеча. Можно ручкой сразу. Видите, какой долгий творческий процесс. Я думаю, что мы просто можем какую-то полоску наложить, а можем уже потом сразу делать, уже сегодня подготовим макет, думаю- и уже, уже в следующем видео будем вместе разбирать макет, сметывать, все Так. делать. Либо еще один макет сделать. Да не, я думаю... Я думаю, что уже на Я ткани. думаю, окей, все будет. Вот, да. мне вот так нравится. Сейчас просто всё. раскидать полосы. Все. Еще ж нам спинка тоже. Да, на плоскости, я думаю, ну, выровняется, естественно, сейчас на Ну фигуре. да, мы будем... Так, центр здесь не отмечен, но примерно. Ну, тут пока, слава Да. богу, по сгибу видно. Так, надеемся, что вам все видно. Давай вот так вот в 3/4 я встану. Все равно на бумаге очень сложно будет угадать именно то, что нужно мне. Вот, шикарно. Вот теперь я понимаю, лучше. почему в книжке вот эта часть цельная. Для того, чтобы все-таки вот здесь было основательно, а дальше уже вот... И теперь можно, смотри, знаешь, можно дальше что померить? Можно Расстояние дальше просто. померить примерно вот Давай. это расстояние. Можно просто центр переда Так, дорисовать. 20, примерно 20. Да. Вы же понимаете, мы когда вырежем, там уже без права на ошибку будет. Ну, то есть все. Издалека тебе бы не хотелось, Саш, тогда смотри, если у нас тут более острый наклон, ну, как Мгм. я вижу, здесь чуть-чуть Более плоско сделать. более плоский, то третий сделать еще Еще чуть-чуть. чуть более Да, площадь, чтобы да? и- да. И будет на расширение типа эффект чуть-чуть. Ну, вот типа, можно попробовать да, будет. типа потому что- силуэт.
Видишь, если вот здесь вот такое направление, может быть, и вот здесь нужно было вот такое. Ну, там так сделано, но имеет ли смысл? Ну вот, может быть бы и имеет вот так вот раз, видите, раз. И тогда и третья была бы вот так красиво от бедер сюда. Давай я отойду, посмотрю издалека Давайте. совсем. Так, все, Саша отходит и смотрит издалека. Так, а вы смотрите в камеру. Саша встал за камеру. Смотри, Саша, я показываю. Вот нижняя линия. И вот здесь вот как будто бы, когда Надо смотришь, поднимать вверх. надо поднимать вверх. Мы сейчас Да. ее поднимем. Надо Я не знаю, поднимать. кто будет смотреть это видео, но мы постараемся в темпе. Надо поднимать. Так. Наклон выше. О, Саша, вот просто самой это нереально. Не, ну это реально на манекенчике, но если есть Щас, Александр, Я посмотрю. вот сейчас уже похоже. Но, Посмотри, не выше еще? мне кажется, еще выше. Еще Вот выше, смотрите, походу, раз, да? Мгм. раз. Давай еще. Мы сейчас за камерой сделаем вот эту линию и вернемся уже делать третью, самую нижнюю. Так, вот с этой мы определились. Мне все очень нравится. Мы потом чуть позже обведем. Теперь от нижней мы откладываем примерно 20 сантиметров. Смотрим направление. И да, мне нравится. Ну, попробуем сейчас просто. А теперь знаешь, что думаю? Мгм. Не будет ли сильно длинное платье? Может быть, все это... Ну, тогда живот порежет. Нет, нормально. Там же после как Да, раз да, оборка да, будет да, идти. Да, давай. Ну, тут же еще вот. Еще вот столько. Ну, Да, длина, нормально. думаешь? Нормально. Ну, давай сейчас Нормально? так посмотрим и приложим воланчик. Окей. У нас там метр всего ткани. Может быть, его вообще сделать сантиметров 25-30. Сейчас посмотрим. Короче, Но просто нужно будет сейчас определяться сразу с длиной, потому что воланчик у нас ткань 1 метр. Но нам ничего не мешает, если что. Не, может быть, и мешает. Там по-любому еще на столе все под линейку подровняется, как обычно. Еще спинку по-любому придется наметить. До спинки, наверное, придется от пола до этой точки отмечать, чтобы понять, где центр спинки у нас идет. Понятно, там модель, но я и не стремлюсь, как там. Блин, ну там оно-то сильно, все вот эти вот части, как будто ну там бы очень вытянутая фигура. очень широкая, ну длинная, Да, высокая. очень фигура. вытянутая фигура. Так, прости, я вот Сейчас так мы сделаю. посмотрим, да, я вот так делаю. Я вот так вот, Последний. чтобы было Да, давай получше так. видно. Ну, в общем, мне нравится, да. Так, прости. Сейчас последний штрих. Да, вот центр. Ну, норм. Смотри, Так, а вот ну-ка. так вот мы загибаем. И по технологии мы можем делать части полупрозрачные, что прям внутри было тело, ну не знаю. Либо, может быть, даже есть смысл просто сверху нашивать кружева, Саш. Как ты думаешь? Лучше сшивать между собой части. Ну, я И думаю, при нужно необходимости, прозрачное, да. и при необходимости либо нижнее белье специально, либо нижнее платье. Это все-таки летняя вещь, можно сделать Да. прозрачной. Ну, единственное, что, конечно, когда мы сделаем на столе, у нас линии будут более все четко под линейку. Тут может быть закругленный эффект. И сейчас мы возьмем наш шелк и просто вот приложим. Ну вот хорошо, в принципе-то, смотри. И плюс еще шелк. Нужно определиться, сколько сантиметров мы будем делать. Это у меня с метр. Слушай, а может быть вот так вот и сделать 25 сантиметров А ну. примерно? Тогда, может быть, нам даже хватит что-нибудь там разложить. Оно же еще будет сборка. Посмотри, в целом Да, в целом длина похоже. похожа. Как бы главное не задлинить ее. Давай вот так вот Давай чуть-чуть приколем. сложим. Мгм. Давай, я прям А там приколю. уже посмотрим. Там на картинке у нас волан, который прям воланом еще. Воланом и собран на резинку. У нас метр ткани. Мы не факт, что такое на метре сможем себе позволить. Ну и так чуть-чуть присобирай, Да. хорошо? О, мне нравится, у меня скоро будет новое платье. А учитывая еще каблучки будут, еще чуть-чуть вытянется тело. Пошла жара, Саш. Вот-вот, класс. Не знаю даже, что это за платье будет напоминать. Но просто метр, оно даже будет чуть меньше, чем 25 сантиметров плюс обработка.
Ну, сейчас мы посмотрим. Если вот этой вот мягкости не хватит, то можно будет продублировать еще какой-нибудь органзы полупрозрачной, сделать вместе, чтобы она была вот более такой обористой, да, Саш? Ну, я думаю, Как бы да. двойной слой сделать. Двойной слой в целом. Можно шифон, например, если Да, вот что-то что-нибудь прозрачное. что-то тонкое Просто вот такое. чтобы вот прям супер в цвет, прям супер прозрачное. Так, мне нравится. Очень классно. Последнюю заколем, а остальное заколем за спиной, чтобы не мешало. Да я в руки могу взять, или ты хочешь Ну прям смотри, взять? как можно, я могу О, приколоть. вот это да, смотрите, раз, и там уже дальше вниз. Длина идеальная, смотрим сюда. Саш, очень красиво, вот отойди издалека, посмотри. Так. Идеально, да? Саш, я считаю, Да, идеально. похоже Просто на эскиз в целом. Похоже на эскиз. Сейчас я положу эскиз рядом, покажу вам, чтобы вы увидели. Сейчас таким же образом мы отрисуем спинку за камерой после этого видео. Саш, возвращайся. Будем уже, я думаю, прощаться. Вообще все идеально. В следующем видео мы будем, ну, понятно, рюшку мы снимем. Будем разбирать макет, кроить уже из основной ткани, вместе сметывать, собирать. Я думаю, будет очень классно. Ну, мне нравится. Мне тоже красивые очень линии. нравится, Я думаю, прям на красиво. столе сложно было бы это Я нарисовать. такая, я уже все, я уже такая вся. А смотри, можно даже какую-нибудь асимметрию, может быть, кто-то захочет, тоже будет красиво. Если, например, вот эти линии вот так вот раз, три пустить и где-нибудь с одной стороны бантик. Тоже будет классно. Но мы вам показываем идею, а вы уже можете пользоваться ей в любом виде. Я кладу журнал. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось, потому что мы хотели что-то новое, внести свежую волну в наш YouTube-канал. У меня очень много творческих идей, поэтому будем объединяться, шить. Посмотрите. Я думаю, что еще это платье универсально тем, что оно подойдет в принципе под любую фигуру, потому что здесь можно до бесконечности адаптировать вот эту вот модель под себя. Да. Если вы помните, то в оригинале идет кружево плотное такое, ну красивое, можно тоже использовать как там, подбирать ткани, кружева, может быть кто-то сверху, может быть кто-то эти места защипчиками тоже, если лен, конечно, очень будет, ну, такая дорогая, сложная работа, но, например, вот эти вот части, они могут быть вот именно выделяться за счет того, что на них вот такие тоненькие защипы, они тоже, ну вот, как они, не защипы Я называются? понял. Застроченные. Да, застроченные, забыла слово. Вот, мне очень нравится, спасибо, Александр, может, ты скажешь напутственное слово? Я думаю, что такое изделие можно сделать также из остатков тканей. Грубо говоря, если у вас остались по метру нескольких тканей, которые удобно сочетаются друг с другом, то можно такое платье соорудить. Например, у Ольги удачно получилось, что этого всего лишь метр. Кусочек Да? парижский, который у нее тоже Тоже ограниченной там около длины. метра, там Да. с чуть-чуть совсем И, брали на топик. Да, так вышло, что пришлось выкручиваться и придумать что-то интересное, новое. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что вы были на модных практиках. С вами была я, Ольга Паукште, Александр Ольшанский и вся наша большая команда. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. И обязательно пишите, да, комментарии, как вам понравился такой формат видео и ждете ли вы продолжения. До новых встреч! Пока!